Вы стояли на линии атаки, вам нужно сместиться в сторону. Левый уклон я делаю. И левой же ногой сюда шагаю. Шагаю левой ногой, подтягиваю правую. Правой ногой шагаю вправо, туда же делаю вправо уклон головой. Пусть это не будет для вас каким-то таким зашкварным занятием западло. Всем привет, мальчишки, девчонки, с вами снова я, Макс Степанов. И сегодня я вам расскажу, как правильно передвигаться в самообороне ли, в боевых единоборствах, в боксе, в кикбоксинге, в карате, чем бы вы ни занимались. Движения будут примерно универсальны. В боевой стойке. В боевой стойке основные движения, которые вы должны заучить, я вам сегодня покажу. Всего лишь два движения. Вперед-назад. Вперед для атаки, назад для защиты. И влево-вправо. То есть тоже влево-вправо вы можете и атаковать, и защищаться одновременно. Первое упражнение. Шаги вперед в боевой стойке. Начинаем с впереди стоящей ноги. Я сейчас стою в левосторонней стойке, поэтому будет левая нога. А это правая нога, та, которая сзади. Чтобы пойти вперед, я левой ногой делаю шаг вперед. Ставлю стопу мягенько на переднюю часть стопы. Это очень важный момент. Не на пятку, чтобы не зависнуть здесь, не провалиться. Даже можно такое упражнение поделать, знаете. То есть такой не шаг, а такой выпад. Как бы начало шага. Оп, и назад вернулись. Раз на носочек и вернулись. Такой ложный шаг. То есть его можно использовать в качестве финта или в качестве такого, да, как бы раздергивания. Или таких резких ударчиков, не очень сильных, но быстрых. А чтобы сделать шаг, вы подтягиваете правую ногу на то же самое расстояние. Шагнули и подтянули ногу. Вид сбоку. Шагаю левой ногой. Подтягиваю правую. То же самое, шаг назад, ребят. Чтобы отойти назад, вы просто сзади стоящей ногой ставите ногу на носочек также аккуратно, мягко, чтобы не провалиться, да? И подтягиваете левую ногу. Еще раз. Шаг назад. Шаг назад. Шаг назад. Теперь соединяем атакующий шаг вперед и защитный шаг. Шаг вперед, шаг вперед. Шаг назад, шаг назад. Можно делать один шаг вперед, один шаг назад. Или два шага вперед. Раз, два. Раз, два. Или три шага вперед. Раз, два, три. Как танцы. Назад. Следим за тем, чтобы у вас руки были в боевой позиции. Локти закрывают живот. Кулаки закрывают уровень головы. Ноги всегда подсогнуты. Носочки направлены вперед. Как сместиться в сторону. Тоже очень просто. Если вам нужно пойти влево, вы смещаетесь сначала левой ногой. Раз, движение в сторону. После чего правую ногу сзади стоящую подтянули. Чтобы пойти вправо, сначала правая нога идет. Потом левая. Отшагнули, подтянули. Отшагнули, подтянули. Вы уходите с линии атаки. Если вы стояли на линии атаки, вам нужно сместиться в сторону. Вы ушли сюда или сюда. То же самое можно делать с ударами. Да? Уходите в эту сторону или в эту сторону. Также можно уйти с защитой. Хорошее, кстати, движение. Когда вы делаете уклон одновременно, левый уклон я делаю. И левой же ногой сюда шагаю. Правой ногой шагаю вправо, туда же делаю вправо уклон головой движение. Подтягиваю левую ногу на то же самое расстояние. Следите, чтобы ноги у вас не скрещивались. Не должно быть такого. Раз. И вы скрестили ноги. Вправо. Оп. Сместились. Влево. Запомнили? Движение вперед-назад, движение влево-вправо. Это прям базовые движения, которые надо, ребят, запомнить, отработать, отшлифовать. А теперь делаем упражнение третье для закрепления этих передвижений. Называется крест. Шаг вперед, шаг назад. Шаг вправо, шаг влево. Теперь можно в другую последовательность. Шаг назад, шаг вперед. Шаг влево, шаг вправо. Теперь можно начать движение в сторону. Шаг влево, шаг вправо, шаг вперед, шаг назад. Шаг вправо, шаг влево, шаг назад, шаг вперед. Можете делать, не знаю, двойной крест. Да? Там два шага вперед. Раз, два, подошли, два, три, четыре, ушли назад. Раз, два, в сторону, влево или вправо, сместились. То же самое, симметрично поменяли стойку. Подвигались вперед, назад, шаги в стороны. Здесь сместились, здесь. Каждый раз такую микропаузу делаете, проверяете стоечку. Ну, подкорректировали все. Да, сюда, да, сюда. Поменяли стоечку. Такой совет очень важный. Старайтесь избавиться от лишнего напряжения. Все новички. Ребята, к вам обращаюсь. Слишком напряжены. Зачем? Вот. Не представляете какие-то картины, что вы там Тайсон, там, или Мухаммед Али, или Брюс Ли. Вот, вы ходите морду бить. Сначала научитесь культуре боевого движения, то есть боевой культуре. Вам нужно понять
всю биомеханику передвижения. Это как хореография, это как танец. Это чисто координация. Как вы научитесь стоять на ногах, как вы научитесь ходить, как вы научитесь кидать, закидывать ваши двигательные звенья, так потом и в бою это будет. А не надо вот этих эмоций, вот этих напряжений в начале. Все это лишнее, это отбросьте, ребят. К этому, в принципе, и двигаются мастера, расслабляются все больше. Все должно быть через игру, через отдых. Тогда у вас будет получаться. Потому что пока вот так вот наполнены, вы забиты, у вас движения не получается, вы закрепощены. Как только вы начинаете расслабляться, опустошать и тело, и ум, и вот оно, волшебство происходит. Вы начинаете двигаться, и сила берется просто из правильной техники. Потому что все правильно у вас располагается. Руки, ноги, баланс, масса тела, вес, перенос, траектория. И получается просто все волшебным образом. И когда случится ваш первый успешный удар, вы сами просто удивитесь, как же так получилось. Вроде ничего не, вы ничего особо не стремились, не хотели, просто правильно все делали. Правильно стояли стоечки, правильно двигались, правильно кидали, вовремя все делали. И он получается. Вот о чем говорят, наверное, мастера дзен. То, что вы даже если делаете какие-то такие движения, похожие со стороны на насильственные, они происходят без всяких таких эмоций, злобных, негативных, с любовью, можно сказать, да? Ну что, если вам урок понравился, поставьте лайк, чтобы я знал, что типа урок зашел. Все, чалки-чалки, пока-пока. И если вы досмотрите до конца это видео, то вы поймете все, прозреете и будете двигаться быстро, мощно, стремительно, как бог вы будете двигаться. Заготовочку забыл. Другая ошибка, в другую сторону. Да что с тобой, Макс? Муха. Ну муха и муха, хрен бы с ней. Что там? Муха, она же это не кусается. Пока еще. Потому что это передвижение базовое, есть еще там по кругу, там сайдстепы, всякие разные смены и так далее. Поэтому там очень много еще упражнений даже, чисто на передвижение. Поэтому ставьте лайки, пишите комментарии и продолжим. Может быть, даже сделаем отдельный сериал, как двигаться, как Мухаммед Али. Как это называется? Вообще отлично. Мухаммед Али, это же человек-легенда. Вот двигался, порхал как бабочка, жалил как пчела. Так что так. Пчелы злые. Не, пчелки добрые. Они просто защищают свою территорию. Ну Территориальный ладно, инстинкт. ну ладно, пчелы не такие злые, осы злые. Осы, может быть, да. Осы злые. Но с другой стороны, может, им приписали это все. Типа осы злые, пчелки Осы добрые. злые. Не 100% злые, они нападают на всех У подряд. всех животных есть территориальный инстинкт защищать свое пространство, свою норку, свою Ну да, наверное. пещерку, улей. Вот и кто приближается, там, значит, хочет напасть, наверное, на детишек, там, на какие-то. Да, но собственность. осы это берут слишком конкретно. Берегите себя, здоровья, все, поделитесь с друзьями А этим еще видео. хуже это шершни встретить. Поделитесь с друзьями видео. Еще раз повторяю.